На этой неделе в одной из школ Израиля в городе Натания произошел инцидент с русскоговорящими школьницами. На следующем видео вы услышите слова нападавших, в том числе цитаты, которые они произнесли. «Чао, чао, здесь вам не Россия!» Это видео я покажу вам в заблюренной версии, чтобы не демонстрировать насилие. Но важно понять, что произошло. Все сцены скрыты, видны только силуэты и факты. В начале видео вы услышите, как один из присутствующих обращается к оператору. Он говорит: иди отсюда, я советую уйти». Эту фразу я решил оставить отчетливо слышимой, чтобы передать атмосферу ситуации. Это видео показывает проблему буллинга, когда дети подвергаются оскорблениям из-за языка и происхождения. Я делаю это видео для того, чтобы обратить внимание на эту проблему и показать, что об этом молчать нельзя. Сразу после заблюренного видео мы поговорим с отцом, чтобы понять, что произошло, и обсудить, как можно противостоять буллингу в израильских школах. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Иди. Я советую идти. יאללה, צ'או, צ'או! מה זה? Привет. Сначала скажи, как тебя зовут, из какого ты города. Меня зовут Дима, я из Натании. Как и когда ты узнал о случившемся? Я был в тот момент на работе в Тель-Авиве. То есть день шел как запланировано, да. И тут звонит дочь, говорит, что ее побили. Побили девочки. То есть если она звонит в слезах, говорит, что что-то такое произошло, значит, там действительно что-то произошло. Потому что я знаю свою дочь, просто так она не будет звонить по пустякам там. Поэтому я понял сразу, что случай экстренный, но насколько экстренный, как бы я еще не подозревал на самом деле. Вот. Я звоню жене, жена на работе, она работает относительно близко к школе, поэтому я сказал ей, рассказал ситуацию, она сразу же среагировала, вылетела с работы и поехала в школу. Я тем временем уже стал выезжать в Натанию. Точнее, поправка, до того, как я стал выезжать в Натанию, жена уже приехала туда, и она мне прислала ролики. И когда я уже увидел, я сказал, что я экстренно срываюсь, выхожу с работы и еду туда, потому что то, что я увидел, это просто повергло меня в шок, на самом деле. Вот. Ну и, конечно же, в конце эта крылатая фраза «Чао, поза Руссия». Ну, это вообще... Причем это триггернуло многих, на самом деле, эта фраза. Это вот я вчера тоже общался с некоторыми людьми, которые уже давно в Израиле, они говорят, слышали эту фразу, это просто триггер, который вернул нас обратно в 90-е, вообще на много лет назад. Мы думали, что это уже исчезло, но это до сих пор здесь. Ну и, в принципе, по рассказам дочки в школе, там постоянно что-то такое, подобного рода высказывания есть. Но на самом деле вся эта история, она началась с того, что они пришли с девочками, хотели посидеть там, я знаю, школьная площадка или что-то было, как мини-крыша такая, там, где все сидят на перемене, они сели рядом с той компанией, то есть они никого не выталкивали, не толкали, то есть не занимали ничего места, просто сели рядом. Их начали прогонять. Начался урок, учителя их разогнали, они разошлись по классам, потом, когда они вернулись с урока, где моя дочь с подругами тоже уселись на том же месте, и пришла та же самая компания, но они пришли уже с большим количеством людей, и там уже пошло-поехало. И в конце, конечно, фраза. А кто на кого напал вообще изначально? Эти девочки, которые провоцировали, то есть другая компания, они начали первые. То есть там еще до этого начинался уже, разогревался конфликт, насколько я слышал, что одна другую там из той компании нападавшей начала там сначала дергать за рукав, что ли. Там какие-то были еще предыстории к этому. Вот. И потянула, я так понял, потянула мою дочь тоже. У дочери крестик выпал из кофты, остался так из кофты. Она посмотрела на крестик, что это крестик? Крестик сорвала, и в этот момент ударила дочь по лицу, и там уже... А дочка отвечала как-то? Дочь пыталась защищаться, но у нее плохо получилось. Очень так... Я как тренер по боксу тоже, да, параллельно, и моя дочь пропустила удар, да. Ну, теперь надо будет над этим поработать. Но она пыталась защищаться, то есть, насколько я видел, она пыталась защищаться, потом пыталась защитить еще подруг, то есть там такая каша пошла, и все началось с нее, во-первых, повалили
я когда приехал уже в приемное отделение, в приемный покой в Лениада, я зашел, они втроем сидят, значит, и у одной вообще клок волос с собой в кармане был. Это я говорю, как вы там, она достает, так клок волос, говорит, вот. И у дочери тоже волосы повырывали, то есть но на самом деле, вот если посмотреть сейчас, да, вот физический ущерб, это, как на иврите говорят, макот и вышот, сухие травмы, она, слава богу, восстанавливается в этом плане. Но моральное, психологическое состояние там... Подожди. Вот это видео, которое гуляет по интернету, это единственное видео или есть еще какие-то? Есть еще одно видео, я не знаю, если оно распространяется сейчас тоже, оно чуть-чуть другого ракурса, как бы буквально там с другого телефона, человек, который был рядом, это одна из подруг сняла. Школьные камеры не работали, насколько я понимаю, школьные камеры конкретно в том месте они не работали. А они вообще работают или это для красоты просто вешают? Ну вот я сейчас по вот этому, над этим задумываюсь, работают ли они вообще, или они как-то там замяли это все дело. Окей, давай поговорим про состояние Валерии. Как это отразилось на нее эмоционально? Эмоционально ей страшно возвращаться в школу. То есть страшно, что сейчас там другие дети могут, которые с той же подругой, с той же девочкой дружат, могут что-то сделать ей, например. То есть страх присутствует. Да, это и кроме того, как в школу, это в принципе вытянули. Она сейчас пока еще на улицу не выходила. Потому что вся эта история, она же не заканчивается в школе. Дети разговаривают между собой. Оно еще, я уверен, сейчас еще продолжает, этого еще есть последствия. То есть она не успокоилась до конца. Поэтому я очень как бы со своей стороны делаю все, что могу, поднять к этому осознанность. То есть сейчас такое впечатление, да, то есть что я все сейчас накидываются на систему образования. Конечно, система образования она вот, должна пройти там реформы, изменения, все, но это дело вышло за пределы школы, в том плане, что дети между собой переписываются, обсуждают, что-то планируют, то есть как бы это еще не закончилось, грубо говоря. Я уверен, что мы еще, может, что-то даже об этом услышим. И это должны понять все, кто занимается этим делом, чиновники, которые там об этом пишут, говорят. Это дело за пределами школы тоже, это безопасность города, это касается очень многих вещей. Сколько дней, получается, прошло? Это случилось в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, сегодня пятый день. Ну, скажем, четвертый понедельник, считать не будем. Она не выходит из дома? Нет, она не выходит из дома. И типа, что ты думаешь с этим делать? Мы будем на эту тему разговаривать. То есть она, во-первых, она видит, что мы делаем максимум для того, чтобы те, кто виноват, чтобы они получили наказание. Я думаю, с одной стороны, это дает ей тоже чувство уверенности, что да, есть защита, да, есть тот, кто стоит за этим. И еще мы будем разговаривать. У нас как бы у жены очень хорошие, как говорится, психологические способности, скажем так, что она может на дочь влиять. И я больше чем уверен, что она сможет с ней поговорить и как-то всю эту ситуацию предоставить так, чтобы она действительно почувствовала в себе силы вернуться в школу, потому что другого выхода нет, в другую школу мы не пойдем, мы не собираемся уходить из этой школы, мы будем там учиться. Но вот ей надо перебороть этот страх. Я очень надеюсь, что это произойдет в скором времени. А какие твои будущие шаги? Вот, что ты будешь делать с этим? Смотри, я уже до сих пор поднял средства массовой информации, где мог быть. Еще буду, да, но вот Кан Хадесове, я там были, Вайнер, мы там давали интервью. 13 канал, там я уже сам был, 9 канал, я вчера поднимался в прямой эфир, может быть, в Муцей Шаббат поеду на студию, может быть, еще. То есть я, во-первых, не хочу давать спутку этому в плане медийности, чтобы это все распространялось и висело пока у всех на глазах, пока это не получит должного разрешения. Кроме этого, я каждый день заезжаю в полицию смотреть, спрашивать, что происходит по делу. И вчера мне дали ответы некоторые, сегодня мне не дали ответы, например. Скажем, вчера я приехал, и мне тот офицер, который... он, да, иногда сложно смешивать, говорить, что это чисто на русском. Не, на русском просто многие фразы, которые хочу сказать, кцин нор,
офицер, который ответственный за именно подростков, да, он мне вчера сказал, что вот, да, главная подозреваемая, она допрошена, вторая еще не допрошена. То есть почему? Ну, нету как бы ответов. Сегодня приехал в полицию снова. Я хотел спросить, на какой стадии находится, что делают. Кроме того, что мне снова сказали, другой офицер сказал, что вторая подозреваемая не допрошена, по какой причине неизвестно. Они мне не могут ничего сказать, и все. А как вообще вот, типа, в Израиле, да, когда такое происходит, нужно заявлять в полицию, типа, или что, как вообще это работает? Когда это происходит, да, это лучше сразу все делать через полицию. Полиция, адвокаты. То есть, если подобного, я так считаю, да, подобного рода дело происходит, я считаю, нужно вмешивать в полицию, по надобности нужно вмешивать и адвокатов, потому что тут уже идет дело сейчас принципа, что должны люди, которые ответственны за это, должны понести наказание. В первую очередь родители этих детей. Между прочим, родители этих детей не позвонили со мной, не связались и до сих пор и не сказали ничего, то есть по этому поводу. Я считаю, что у детей должен быть открыт, на них должно быть уголовное дело, на детей. Родители должны понести штраф. В следующий раз родители уже будут думать, как воспитывать детей, чтобы подобного рода ничего не происходило. А вообще вот, ну, по законам израильским, есть такое, типа, что действительно могут родители привязать к этому, оштрафовать и все такое? Или это просто то, что ты считаешь, что нужно делать? Оштрафовать, да, могут, конечно, родители могут и... Были такие прецеденты, типа? Я не слышал, но это по моим консультациям с адвокатами, которые вот, тоже предлагают свою помощь, это вполне реально организовать, чтобы родители понесли эту финансовую тоже ответственность. И это даже законом есть. Мне говорили, что есть в законе тоже это прописано. Вот подобного рода высказывания должны наказываться штрафом. И ты считаешь, что это, если типа это произойдет, то это будет справедливо? Это будет справедливо. Сложно судить, что такое на самом деле в этой ситуации справедливо. То есть измерить в шекелях, деньгах, сколько это будет справедливо, это, ну, не знаю, я до этого дойду, я уверен, что мы до этого дойдем. Но сам факт того, что есть наказание, вот что самое, наказание за это, что это не проходит зря, что это, у этого есть последствия, и будут последствия в будущем тоже. То есть это будет останется громадным пятном, которое может очень многие вещи подпортить. Вот это самое главное. Там уже как бы справедливость в праве сумме, там уже адвокаты как бы могут сказать, что и как, и насколько это все. Как бы я говорю так, что я до этого дойду, до этого, чтобы родители тоже несли эту ответственность, но главное, чтобы оно создало вот этот эффект, что вот если ты делаешь так, то у тебя будет наказание. Ну вот, на самом деле, в последнее время очень большая как бы волна как бы насилия происходит в школах. И вот что, по-твоему, должно произойти, чтобы что-то изменилось, как бы? Что может, может быть, в школе какие-то реформы или там, может быть, какие-то для родителей какие-то собрания какие-то, может быть, что, о чем можно дома говорить, о чем нельзя? Как вообще повлиять на ситуацию? Вот ко мне вчера приезжала вот Ирина Лившиц, она работает плотным мэром нашего города, и мы с ней обсуждали это, и она мне озвучила некоторые идеи, которые у нее есть. Я считаю, они очень, очень хорошие, что в плане оценок в школе, то есть есть у нас аттестат зрелости, и нужно внести еще оценки тоже за поведение. То есть чтобы эти оценки, они влияли на общий балл в грамоте, в табеле. То есть оно влияло, чтобы имело влияние. То есть да, ты там может быть гений там, по математике, но если ты не уважаешь других, это должно иметь свои последствия, что тебе будут последствия в этом будущем. Еще есть там тоже идея делать общественные работы, то есть унизил кого-то. Тоже, как говорится, не то, что тоже будет унижен, но вот в этом есть последствия. Но это должно пройти не только в Натане, это должно быть по всему Израилю, это должно прогреметь, потому что, как я уже сказал, это должен быть последний случай. У этого должно быть действительно, после этого должны быть очень большие изменения. Иначе никак, иначе это снова повторится через неделю, через две, и
И кроме того, что это система, это еще не стоит забывать, что тут еще роль родителей в этом. Ну, как я говорил ранее, что штрафы, конечно, когда рублем наказывают, к сожалению, люди лучше понимают. Вот. Но все же родители тоже должны понимать всю тяжесть ситуации и знать, что детей нужно воспитывать таким образом, чтобы вот до этого не доходило. Мгм. А вот эти слова, типа, здесь не Россия, вам здесь не Россия. Как ты вообще эти слова воспринимаешь? Это еще раз подтверждает, что для многих, я уже слышал эту фразу, что для многих Россия, Украина, Беларусь, Молдова и там, я не знаю, это все какой-то город в России для некоторых израильтян. Ну да, как бы это, ну, всем известно, что русские это все, кто говорит на русском. Я не знаю, как именно конкретно к этой фразе, но сам вот этот вот акт, когда я вижу, ну, вот посмотрел на видео, как это девочка прям такая указывает ей на выход, типа, ну, моей дочери подругам, типа, чао, и тут вам не Россия уходит, так вот это вот, то есть, прогоняет их с места, то есть, грубо говоря, чуть ли ну, указывает им, куда уехать. Но так, если, по сути дела, посчитать, то тут каждый тогда должен уехать в Израиль, кто-то там, не знаю, в Марокко, кто-то в Ирак, кто-то еще куда-то, но все же откуда-то приехали. Ну, Не, ну тебе это как бы тебе обидно вот такого рода выражение? да, да, ну, неприятно. То есть, конечно, неприятно слышать такое, что то есть, ну, даже не знаю, как это объяснить, но это очень, очень неприятно. Типа ксенофобия, дискриминация, что типа русские. Ну, то есть все хорошо, типа вы можете как-то тут поработать, пожить, поработать на тех работах, которые другие не хотят работать, там можете позажигать нам, ну, я так образно, да, как бы ничего нету против с религиозными, да, там позажигать нам свечи в шаббат, чтобы или там, чтобы мы не нарушали шаббат, знаешь, как Гоя, и потом валите. Я считал, на самом деле, я считал очень долгое время, что мы очень хорошо влились тут уже, вот, всех, кто выходцы из бывших стран СНГ, бывшего Советского Союза, что мы уже как-то влились в общество израильское, мы как-то так перемешались, что уже вот такое, потому что у меня, я сам работаю с детьми, я тренер по боксу, да, у меня приходят дети, и там приходит и мальчик, и его там зовут, скажем там, э, Эрес, израильская Эрес, скажем, Иванов, да, вот такое вот, то есть уже мы влились, то есть уже люди называют детей израильскими именами, да, то есть и я, честно говоря, сильно не думал, что такая волна снова пойдет, потому что дочь рассказывала, она рассказала неоднократно, что и в прошлой школе были подобного рода высказывания, как бы в плане там ты русская или там русские тут не будут ходить, и в этой школе оно уже прям дошло. До насилия. Да, дошло до насилия. Уже, я так понимаю, там просто самая главная подозреваемая, да, которая... У нее уже были проблемы с другими девочками. То есть до нас дошли слухи, что вот еще некоторых там девочек она обижала. И просто интересно, если моя дочь была израильтянкой, да, ее подруги тоже, они потом спросят, как эта бы ситуация? Тоже бы она сказала бы, идите отсюда. А твоя дочь как бы на иврите говорит как на родном языке. Моя дочь владеет языком, да, она не, скажем так, есть дети, которые, например, они могут обизраильтяниться, да, так мы любим говорить фразу, так, что они прям вот влились, и ты по ним не скажешь, то есть вообще что. То есть они... Но вот она до такой степени, скажем, там, может быть, не обизраильтянилась так, чтобы не слышно было, что она русская, да, как бы, но она очень хорошо, то есть у нее есть тоже подруги, которые ивритоговорящие, она общается с ними, все, но она не выделяется как-то вот. Так получается, до этого случая у нее уже было что-то подобное? Типа, она не рассказывала, что именно? Она В других рассказывала, что там бывает может идти, и там какая-то компания может сказать, вот русским тут прохода нет, и все такое. Мгм. А у тебя вот на твоей как бы практике жизненной было ли какие-то такие случаи вообще? Что-то с русскими? Было пару раз такое, что мне в армии кто-то сказал один раз,
какой там, Руси Масриях. Но я этого дальше не взял. Я, когда приехал в Израиль, я уже занимался боксом. И когда я пошел учиться там в школу, как-то это все это быстро распространилось, что я боксер, как бы, да, поэтому как бы, ко мне мало кто задирался вообще, как бы, и тогда я еще иврит учил, и мало чего. То есть, ну, я не воткнулся в такую. Ну, вот были случаи, вот в армии, помню себе случай один, что кто-то мне он там сказал, тут Руси Масриях. Ну, я это как-то так пропустил, потому что знал, что если я сейчас заведусь и начну там полезу в драку, то хуже будет мне. Как бы. То есть у меня как-то, видимо, еще влияние того воспитания где-то там. Я это как-то не то чтобы стерпел, но я это пропустил, как бы пропустил и отпустил. Как бы не каждый день с этим вот сталкиваюсь. На работах нигде такого не было, да? Поэтому думал, что такого уже нет в Израиле. Да, я вот действительно уже не сталкивался с этим. То есть очень давно. И действительно не помню. Уже чтобы прям на работе где-то. И как-то, когда думаешь об этом, ну, действительно, мы вот как люди, это не только мы там русскоговорящие, все люди, все нации, которые здесь в Израиле живут, они как-то, то есть мы все объединяемся просто к себе похожим, то есть русскими с русскими, французами с французами. С одной стороны, не вижу ничего плохого, когда там кто-то общается с тем, к тому же, когда ты приезжаешь в чужую страну, естественно, тебе хочется пообщаться с кем-то, что тебе что-то общее. И так оно и происходит. И мы можем не понимать культуры друг друга. Кто-то может не понимать наш Новый год, почему мы празднуем с 31 на 1, у нас тут елка стоит, и мы пытаемся, уже годами столько объяснить, что у Нового года нет никакого отношения к религии. Это не Рождество, это Новый год, это праздник нашего детства. Мы можем не понимать культуру, например, у эфиопов, когда они там, не знаю, что-то там такое делают, жарят, собираются прям толпой, знаешь, такая у них шлейф такой стоит, и мы это можем не понимать. Можем многие вещи не понимать других, это нормально. Но в конце концов, живя в Израиле, имея израильское гражданство, да, как бы находясь на процессе получения израильского гражданства, должны понимать, что все мы израильтяне, в конце концов. Это у нас такая страна, у нас тут все откуда-то приехали, мы все израильтяне, и неважно, я уже это сказал в своем видео, что неважно, кто ты, у тебя есть израильское гражданство, у тебя есть израильский даркон, перейти за границу, все, для всех ты еврей, израильтянин, все, тебя ненавидят, как бы, вот оно что, понимаешь? Проблема в том, что если, например, обидеть кого-то из эфиопской общины или там из арабской общины, у них очень сплоченная община, они сразу встанут на защиту. А здесь вот, когда обижают кого-то из русской общины, как будто всем остальным русскоязычным вообще на это пофигу. Вот ты, как бы, ты увидел какую-то поддержку, типа, что кто-то начал какие-то, может быть, в соцсетях там пытаться тебя поддержать? Или еще каким-то способами, может быть, вместе с тобой что-то сделать из русскоязычных. Да, об этом я увидел поддержку. Все, во-первых, многие написали, многие начали писать посты просто отдельно. Кто-то поймал тренд, что пропиариться, да, на этом случае. А кто-то действительно поддержал. Из русской общины ко мне обращаются люди, говорят, что и говорят, если нужна поддержка, нужно там сделать забастовку в Гану, да, как говорится, мы придем, сделаем, скажи. То есть, да, действительно есть отзыв, потому что я считаю, что смог поднять очень большой шум в Израиле, потому что люди из других городов мне пишут, говорят, мы слышали про твою дочь. Вот, и люди, которые знают меня, но живут там, скажем, в Ришоне, Ришон-ле-Цион или еще в других городах, пишут, мы слышали, что это произошло, там, если что-то надо, действительно есть. Ну, а ты думаешь, что если бы ты всего этого не делал, был бы такой же резонанс? Я вот об этом говорю. Этот резонанс только потому, что ты стал вот это все делать, всем звонить, там, выступать на телевидении. Только из-за этого. А если бы ничего бы этого ты бы не делал, насколько бы за тебя кто-то бы вступился из русскоязычных? Вот я об этом как бы... Никто бы, если бы я не сделал бы тогда первый ролик, который я выпустил на эту тему, если бы я не попросил помощи сразу у депутата Кнессета, у Симона Давидсона, если бы я ему не рассказал об этой ситуации, этого бы не было. То есть если бы потом тоже скинули мне
связи с 13-го канала, со средств массовой информации, да, со всех каналов. Если бы мне не скидывали их контакты, этого бы не было. То есть, что бы было, я думаю, ролик, который, получается, с чего все началось. Ролик слился, то есть его слили, и есть такой израильский известный блогер, его зовут Даниэль Амрам. У него очень много подписчиков везде, и он это выложил у себя на телеграм-канале. У меня дочь сначала, она запаниковала, она говорит, я не хочу, я хочу, чтобы его удалили, как его можно удалить, она была в панике, думала, что будет еще хуже. Но тут начали писать сообщения, что начали поддерживать. Я со своей стороны пытался этот ролик удалить, чтобы пытался включить тоже в свои связи, кто кого знает, чтобы добрались до этого блогера и чтобы попросили удалить. Это бедный блогер, все время все его пытаются закрыть, удалить и... Ну, в конце, когда увидели поддержку, дочь говорит, ну окей, пусть будет. И на следующий день я записал свой ролик. И если бы я не записал свой ролик, было бы такое, этот ролик, который выложил Даниэль Амрам, он бы повирусился бы. Вот, его бы там, кто-то бы написал бы несколько постов, ну, то есть это бы замялось бы, вот уже бы замялось. Но если бы я этого не поднял, как бы такого шума не было бы. То есть ты понимаешь, да, как бы вся шумиха из-за того, что ты был активный родитель. Да, да. Но я вот спрашиваю, понимаешь, что люди, типа там, эфиопский бунт, помнишь, в 2020-м? Или просто вот бытовые какие-то случаи там в арабском секторе, как будто там зарплату не заплатили, все работники встают и идут его хозяина трясти. Здесь же нету такого вот русскоязычных. Да, 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 к сожалению. Но опять-таки у меня получилось, мне кажется, еще часть, то есть, скажем так, в кавычках, успеха, да, этой компании, успеха, да, это так, другого слова не нахожу. То, что у меня блог, вообще мой блог, он относится к осознанности, к аутизму. И многие меня уже знают по этой теме. Ну, то есть я тоже относительно быстро на этой теме завирусился среди, ну, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в ТикТоке. Вот. И люди меня знают, у меня как бы уже какое-то имя есть, в плане как папа мальчика с аутизмом. И тут происходит такая вот, и благодаря этому вот этой деятельности я познакомился с депутатом Кнессета, и люди как бы тоже многие писали мне об этом. И тут, когда такое происходит, естественно, как бы я так понимаю, что алгоритм Фейсбука, то есть понимает, что я там говорю дело, да, и он начинает ролик продвигать, потому что я даже не знаю, сколько сейчас там просмотров на этом видео, но оно завирусилось по-бешеному, которое я сделал то есть то, что я делал до этого, как говорится, построил некое уже имя себе, да, там, оно еще больше дало этому как бы толчок. Ну, они просто не на того напали. Да, я тоже так считаю, что они на того напали, потому что я не собираюсь спускать с этого ногу с педали, да, как говорится. Угу. Ну скажи вообще, какая была реакция школы, вот как они отреагировали, и почувствовал ли ты, что они отнеслись вообще серьезно к происходящему или пытались как-то все это сгладить? Поскольку я приехал не первый в школу, жена была там, я вообще в школе не появился, я поехал уже сразу в приемный покой в Лениаду. То есть кто был на связи постоянно в первый день, это была классная руководительница моей дочери. Она постоянно там писала, спрашивала, как дочь, что, в плане того, как они написали письмо о том, что сразу вызвали полицию, ничего не сразу они не вызвали полицию. Это, если бы моя жена не настояла, полиции бы там еще не было. То есть, и опять-таки, до того момента, как я сообщил жене, как жена приехала, и как произошел сам случай, когда узнали в Москве, в самой школе, прошло как минимум там полчаса, 40 минут, за это время должна была быть полиция там. Ну, может быть, они занимались вызовом скорой? Нет, там до скорой, слава богу, не дошло там до такой степени. Мы сами взяли приемный покой. Скорой не было там, потому что травмы были сухие, поехали в приемный покой, чтобы обследоваться, посмотреть, что нет еще каких-то травм, потому что, знаешь, когда там в адреналине оно может что-то произойти такое, что не увидели сразу. Обследоваться, там ушибы, потому что они упали на пол, получили удары,
кто-то получил удар там по спине, у меня дочь жаловалась на боль в ключице, то есть посмотреть, что все нормально, обследоваться. Вот. И они пытаются там связаться, на следующий день связывались со мной, хотели прийти. Вчера, да, приходили, куратор все этого старшей школы и завуч, то есть они приходили. Но прям настолько, что они там написали в письме, что как они отреагировали, там не совсем все так, как они пишут. То есть то, что сразу были вызваны в школу, получили теплый прием, это чуть-чуть приукрашено, никто теплый прием не получал. Естественно, как бы они заняты со своей стороны, там, что там они делают, я не знаю. Но самое интересное, что мэр города был на следующий день, он сказал, что дал четкое указание провести на эту тему уроки во всех школах на Тане, но я говорю с некоторыми ребятами, которые учатся в других школах, и что-то подобного еще не было. Что бы вот ты хотел, чтобы люди поняли, услышав эту историю? Наверное, что каждый отец, который... Я так говорю, что есть такой вот Аба Исраилей, израильский папа. Я считаю, что я израильский папа, и что каждый из нас, у кого здесь есть дети, он говорит, израильский папа, он может для своего ребенка перевернуть горы, да, чтобы этого не было, чтобы подобных вещей не случалось, как бы. И то, что я делаю, да, но, конечно же, я делаю для дочери, чтобы для дочери дочь защитить. В конце концов, это мои действия, они выливаются, и они имеют влияние на другие. Оно повлияет также, например, и на Эфиопию, оно повлияет и на другие общины, то есть на всех. И, естественно, я это делаю из тех ценностей, которые я впитал здесь, в Израиле. Когда я приехал с 15 лет, я тут расту. Именно из этих ценностей, которые я впитал в Израиле. Как говорится, израильский папа, и я считаю, что эти ценности есть у всех. И мы, как мужчины, которые живут в Израиле, мы отличаемся тем, что мы очень хорошие семьянины. Поэтому я бы хотел, чтобы вот после этого случая, во-первых, каждый папа знал, что он может защитить своего ребенка. Как говорится, не путем насилия, да, но другими путями поднять шум и сделать все, что в его силах. Да, и в принципе я очень надеюсь, что это будет вот последний случай, хотя как бы все еще может быть. Вот как ты считаешь, почему все это вот принято в русскоязычном обществе, да, замалчивать всякие такие проблемы? Ну, если что-то происходит, легче намного как-то об этом молчать. И не там, да, когда я вот, например, да, пытаюсь освещать всякие такие вещи, и очень тяжело найти людей, которые, типа, согласятся именно говорить о проблемах вот этих. Потому что все как-то пытаются от этого абстрагироваться и спрятаться. Я думаю, это происходит от того, что у нас заложено в старом нашем воспитании где-то стерпеть, промолчать, не сказать, где-то принизить ценность от того, что происходит. То есть, ну, тебя, ну и что, ну, перетерпи, ну, как бы, ну и что, ну, подумаешь, ну, царапина, ну, ушиб, ну, сказали, ну, то есть вот такое вот, это, кажется, это еще последствия этого советского воспитания, где-то стерпеть. То есть я с тем воспитанием, как бы, в плане дисциплины, да, я считаю, что вот дисциплина хорошая там была в Советском Союзе, вообще, в принципе, вот я-то уже не жил, то есть не было Советского Союза, при мне уже не было, я родился в 89-м, 91-м распался, но воспитание, дисциплина, которую получил там, оно имеет влияние и здесь. Например, то же самое, как вот отвечать на свои слова, это вот понятие, это вот очень хорошо, например. Но все остальное, как бы, очень много вещей, которые нас, можно сказать, подводят. Стерпи, не скажи, будь мудрее. Вот и где-то я израильтянам, которые здесь, я говорю, что израильтяне, я говорю, все, кто здесь родились, это неважно кто, как бы, да, есть такая вот фишка, то, что они могут сказать, все то, что они думают, и не боятся. То у нас есть, как бы, там, подумай, прежде чем скажи, как бы. Понятно, что у этого тоже есть свои последствия, но я думаю, что наша именно община, она отравлена, грубо говоря, такими вот нюансами, как потерпи, сдержись и все такое. Что бы ты хотел сказать другим отцам, типа, да, другим родителям, которые сталкиваются вот
с буллингом их детей? Во-первых, я, как я упоминал ранее, я сам тренер по боксу. В бокс я пришел, потому что меня буллили, это было еще в Украине, меня буллили тоже в школе, до тех пор, пока я не стал заниматься боксом, ну, я стал заниматься боксом, к тому времени мы уже были чуть повзрослее, там, 13-14 лет, как-то тогда у ребят, как-то, не знаю, может, действительно потому, что стал заниматься, может быть, начали взрослеть, но с первого класса меня самого буллили. И я никогда конкретно в школе не чувствовал, что я, то есть, что я в безопасности был. Ну, там где-то мог подраться, не то, что меня там прям могли сбить. Нет, я там мог как-то отбиваться, еще что-то, но постоянно там словесно это постоянно было. Я хотел научиться защищаться. То есть, чтобы вот действительно найти выход. Я пошел на бокс. И сначала я где-то думал, что я прячусь от всяких там, от каких-то проблем там, не то что проблем, а от этого буллинга, что я с этим не справляюсь, поэтому ушел в бокс. Но потом я понял, что на самом деле, если ты хочешь проявить там, посмотреть, на что ты способен, там, выходи на ринг, выходи на мат, выходи там еще куда-то, да, где-то сажайся. Поэтому как моя рекомендация отдать детей на секции, не говорю конкретно бокса, но вот самозащиты, того, чтобы дать уверенности ребенку. Будет ли это дзюдо, будет ли это еще какой-то вид спорта, это очень важно. Психологическая помощь. Это типа придает уверенности в себе, да, спортивной секции? Да, я бы сказал, я объясняю это так, что нужно тренироваться, чтобы стать настолько сильным, настолько уверенным в себе, что тебе не нужно сейчас драться на улице, чтобы доказывать, что ты сильный, потому что ты сам это знаешь, и оно тебе просто не надо. Да? То есть это, как бы, если мы сейчас пока что расизмом берем в сторону и говорим про конкретно насилие и драки на улице, что быть настолько вот уверенным в себе, чтобы понимать, что драка на улице это вообще ничего не приводит. Вот, лучше подраться вот где-то в пределах спортивного зала, там, ринг, опять-таки, мат или еще что-то. И психологическая помощь тоже, если нужно детям. Кто на что, как бы, кто на что согласен из детей. Если отец может дать психологическую помощь ребенку, а может быть психолог какой-нибудь. То есть, если нужна ребенку помощь, обязательно старайтесь как-нибудь оказать. И мы тоже на этом учимся. Я не говорю, что у меня это идеально получается, но я вижу по дочери. Жена очень хорошо видит по дочери, лучше, чем я, когда там она расстроена, когда плохое настроение, и она умеет вмешаться. Поэтому это тоже очень важно. Спасибо, что пришел, сказал об этом. Важно не молчать, важно говорить об этом. Спасибо тебе, что пригласил. Действительно, этому нужно придавать огласки. Мы продолжим дальше это дело. Пока у этого не будет логического завершения, это не успокоится. Поэтому я думаю, я еще сделаю на эту тему ролики и буду держать в курсе вообще, в принципе, общественности. Надеюсь, что будут какие-то изменения, и что такие случаи прекратятся, или хотя бы будут какие-то последствия у людей, которые замешаны в этом, у агрессоров. Да. Это Израиль, детка, ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка, ага, тут жизнь не конфетка.